Приветствую, друзья! Дошли, наконец, мои руки до наушников от производителя T-Audio. Сегодня мы подробно рассмотрим младшую гибридную модель Legacy 2, базирующуюся на 10-мм динамическом драйвере с напылением из бериллия и фирменном арматурном излучателе Knowles ED29689, отвечающим за середину и верха. Очень любопытная получилась модель, но обо всем по порядку. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно скромной коробке черного цвета, из которой мы узнаем лишь наименование производителя. В комплект нам положили набор документации, приятный чехол из кожзаменителя и два набора силиконовых амбушюр разного размера. Кабель по качеству здесь тоже вполне добротный, толстый, с прямым металлическим штекером, бусинкой-бегунком и заушинами, выполненными из довольно тонкой термоусадки. По сопротивлению левый канал показывает 0,209 Ом, а правый почему-то 0,309 Ом. Встречал, когда общий канал отличался по сопротивлению, но чтобы левый от правого впервые, хотя, возможно, и в этом есть свой собственный особенный смысл. Соединение тут осуществляется на классической вилочке 0,78 мм. Чашечки, судя по всему, напечатаны на 3D принтере. На внутренней их части находится наименование модели, серийный номер и средний по габаритам звуковод с утолщением для фиксации амбушюр и двумя отверстиями отдельно от 10-мм динамического драйвера с бериллиевым напылением и среднечастотного арматурного излучателя Knowles ED29689, который здесь отвечает еще и за верха. Два компенсационных отверстия вынесли на верхнюю часть корпуса прямо рядом с коннекторами. Фейсплейты оформлены в стандартном, уже таком абстрактном стиле с блесками. Уже все, похоже, так делают, хотя, признаться, выглядит это и правда неплохо. В уши модель мне села, друзья, просто превосходно, с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас достаточно стандартный импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,35%, что в принципе нормально. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 90 миллисекунд. Никаких дополнительных возмущений, как видно по графикам, здесь нет. Замена амбушюр на измерениях тоже никак не сказалась. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 8,5 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, легкую компенсационную яму и пики на 8,5 и 9,5 кГц для усиления детализации. Высокие же нам честно довели аж до 20 кГц. С графиком от производителя мои измерения совпадают с точностью до выдержанной при измерениях длины слухового канала, то есть совпадают, только мерили их немножечко так по-разному. Прежде чем говорить о звучании, обязательно нужно определиться с влиянием, которое на него оказывают комплектные насадки. Так полностью черные можно отнести к так называемым вокальным, то есть они заметно так прижимают нижнюю часть спектра, тем самым лучше раскрывая верха и середину. Мне такое звучание не сильно нравится, так как не чувствую в нем глубокую басовую основу. Белые же с черным сердечником дают более сбалансированный звук в плане низких частот, но у них чувствуется очевидная нехватка на верхах. Высокие частоты нам неплохо так прижали по уровню. Собственно, в том ничего плохого и нет, скорее наоборот. Этот диапазон ощущается куда мягче и комфортнее, без рези, грязи, песка и сибилянтов. Низкие частоты здесь довольно текстурные, весомые, с отличной проработкой затуханий. Не зря, видимо, использовали динамик с бериллиевым напылением. Скорости эта басам точно добавила. Середина здесь логично прорастает из низких частот, формируя цельное, однородное музыкальное полотно. Knowles ED29689 реально выше всяких похвал. Просто превосходное разделение планов, приятный такой чуть теплый тональный баланс и отличная прорисовка инструментов даже второго и третьего плана. Прямо вот как нужно, с правильным объемом и собственной фактурой звучания. Чуть-чуть бы яркости на верхах, и был бы почти идеал, который не стыдно было сравнить с моделями за $300. Вокал звучит здесь вполне естественно, чуть выдвигаясь из трека вперед. На детализации никакого особенного уклона не делали, однако все нюансы буквально как на ладони. А в звучании хватает воздуха, чтобы отделить
отделить из общей массы какой-то вот конкретный, например, тембр. Возможно, кому-то еще не хватит резкости и драйва. Это вполне вероятно, так как здесь скорее уклон в мелодичность и приятную аналоговую мягкость. Но то скорее в угоду собственному почерку. Да и в такой конфигурации наушники абсолютно не предвзяты к качеству записи, выбору стилистики и даже подбору усилителя и ЦАПа. Все в них звучит очень приятно, чистенько и музыкально. В сравнении с КБР Aurora последние заметно более выразительные и собранные. T-Audio Legacy 2 на их фоне легкие такие расслабленные. TFZ My Love 4 мутнее и чуть ярче героев обзора, а всякие KZ, TRN и CCA намного проще в плане построения текстуры и естественности восприятия сцены. Здесь я отдаю свое предпочтение именно героям нашего обзора. Наушники, очевидно, выше своей головы не прыгают, но тем, кто ищет комфортное, очень непринужденное звучание с хорошо прибранными и при этом полноценными верхами, T-Audio Legacy 2 однозначно придутся по вкусу. Подача тоже хорошо сбалансирована, музыкальные образы вроде как и цельные, но при этом довольно подробные, да и выразительность с музыкальностью на очень достойном уровне. Для своего ценового сегмента, друзья, очень интересное звучание, чем-то мне напомнившее BQA Summer. Здесь, конечно, уровень заметно повыше, но сам характер у них довольно-таки схож. Итогом гибридные внутриканальные наушники T-Audio Legacy 2 нам предлагают очень неплохой комплект, включая 2 набора амбушюр на любой вкус. По звучанию же это отличные по проработке низа, приятная мелодичная серединка и прибранные в угоду общей мягкости звучания верха. Детализация тут, подчеркну, достаточно хорошая, как и проработка инструментов второго и даже третьего планов, но по подаче они скорее музыкальные, такие расслабленные. Ну и как следствие сидеть в них можно очень долго, практически не утомляя свои уши. Интересная и очень комфортная моделька с летним таким ненапрягающим характером. Собственно, вот такие вот они T-Audio Legacy 2. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.